Всем привет! Сегодня мы поговорим о Xbox Series S. Это моя новая консоль. Я перешел на нее с PlayStation 5. И, наверное, кто-то из вас подумает, ты совсем идиот, ты вообще головой не соображаешь. Но у меня есть причины, которые я в этом видео обосную. Также, в принципе, поговорим о консоли, стоит ли она своих денег, почему она популярная и вообще, стоит ли ее брать вот сейчас, в 2022 году, потому что цена у нее очень-очень вкусная. Ну что ж, начинаем. В первую очередь мы все смотрим на внешний вид. Будь это собеседник, будь это машина или же в данном случае консоль. Здесь нас встречает прямоугольник, это коробка, самая обыкновенная. И надо сказать, что мне вот эта простота нравится. Мне нравится, что вот Xbox Series X, мне нравится Xbox Series S, очень здорово они выглядят. Ничего лишнего. Да, вот в таком положении, если честно, похож немного на плиту. Но вот чисто сюда кастрюлю положить и начать готовить. Кто-то говорит, что это какой-то бабушкин радиоприемник, что вот отсюда музыка идет. Ну, меня это, честно, не напрягает. Она у меня, конечно же, в таком положении. Почему? Потому что здесь находится охлаждение, оно выдувает горячий воздух. Как мы знаем, горячий воздух всегда идет наверх. Соответственно, если мы будем держать консоль в таком положении, то горячий воздух пойдет вверх, а здесь у нас засасывает свежий воздух. Поэтому он будет засасывать горячий воздух и всасывать обратно в себя. Получается замкнутый круг, получается плохо для консоли. Поэтому в таком положении и нужно держать консоль. Тем более, что здесь вот мы видим логотип Xbox в таком положении лежит правильно. Но честно, о дизайне говорить много не стоит, потому что, просто к нему привыкаешь. Но самый главный плюс для меня — это ее размеры. Она очень маленькая. Она очень компактная. С моим ритмом жизни, когда мне нужно постоянно переезжать, имея вот такую вот малышку, это самое кайфовое, что может быть. У меня плойка, она даже не влезала в портфель, в большой портфель, потому что, у нее вот эти эти боковые ее пластины, они очень выпирают и много места занимают, плюс она сама огромная. Здесь же почти в карман можно положить, поэтому для меня это, честно, большой плюс. Для меня это большой плюс. Я не буду много говорить про технические характеристики консоли. Вот, кто на это обращает внимание? Всем и так все известно. Да, эта консоль не может показывать разрешение 4К. У нее 1044p. Но для человека вроде меня, который имеет монитор Full HD, не 4К, и зачем мне PlayStation 5 с 4К? Зачем мне Xbox Series X с 4К? Если это разрешение я в итоге не получаю. Хороший вопрос, я задался себе этим вопросом, и поэтому я думаю, что вот ответ на все вышесказанное. Да даже если вот так вот сравнивать, то я не думаю, что там какая-то огромная разница. Даже если у вас большой телевизор, может быть, вы что-то увидите в каких-то там играх, но это не такое значительное прям ухудшение, ради которого нужно сказать: фу, чуваки, не, мы этого не будем брать. Поэтому за менее интересными и важными техническими характеристиками я считаю, что вот геймпад — это действительно важно. И тут надо признать, что у Sony геймпады гораздо лучше. Сначала давай субъективное мнение. Во-первых, у PlayStation 5 действительно геймпад больше, чем этот. Он действительно больше, и мне нравится это. У меня руки большие. Нет, он неплохо в руке держится, да, то есть все норм в этом плане. Но, конечно же, вот эргономика мне в плойке нравится больше. Плюс я привыкал вот к этому стику, потому что он находится, не на своем месте. Потом, естественно, вот это вот, довольно громко. Я, честно сказать, играю в наушниках, поэтому я это особо не слышу, мне это не раздражает, но, конечно, странные звучания, такие большие, громкие, то есть у кого-то руки меньше, у кого-то руки больше, может быть, кому-то будет приятнее этот джойстик держать в руке, но, как я уже сказал, вот в плане эргономики мне действительно плойка больше нравится. Вы, наверное, могли уже заметить, что у меня здесь инородное тело, это аккумуляторные батарейки, к сожалению, я нашел пока, я обязательно потом куплю под цвет геймпада, этот у меня под Xbox Series X, и вот так вот выглядит, честно, меня не парит. Окей, у меня теперь есть аккумуляторные батарейки, я могу не заряжать геймпад. Мне на самом деле без разницы, если бы у меня встроенный аккумулятор был, как на плойке, мне без разницы. У меня вот это вообще не парит. Тут, есть и есть, окей. Ну а теперь давай поговорим о реальных преимуществах у PlayStation над Xbox. Во-первых,
адаптивные триггеры. Вот очень здорово были реализованы. Конечно, у меня не во всех играх это работало, и не во всех играх я играл. В Fortnite, да, прикольно было. Здесь тоже есть, кстати, какие-то встроенные вибрации. Например, когда в Forza играешь, то, ну, вот так вот вибрирует немножечко, когда тормозишь, но это все равно не то. Потом и в целом всякие встроенные микрофоны, вибрация, отдача от каждого движения. То есть там вот прям, ну, чувствуется, что, скажем так, next gen геймпад. Здесь это, ну, просто типа нормальный, хороший геймпад. Он просто классный. Но если говорить про материал, то здесь вот такие пупырчатые штучки сделаны для того, чтобы, видимо, он не выскальзывал, когда у тебя потная капля, когда у тебя ладошки очень потные. В общем и целом могу сказать, что я никак не ощущаю это. Прикольно, что есть, наверное. Наверное, если бы не было, я бы тоже как-то не заметил. Хотя, кто его знает. В общем, никаких у меня проблем пока что с геймпадом нет. В целом нормально, и в целом я привык. То есть, окей. Наверное, каждый слышал про Xbox Game Pass. Это стало, наверное, даже выбором в пользу этой консоли, потому что можно купить на 2 недели, можно купить на 3 месяца. Там очень много подписок, есть Ultimate, есть обычный. И игр действительно много. Есть игры от Xbox 360. Я вот скачал себе Fight Night Champion, игру про бокс, которая у меня была еще на 3-й PlayStation. Здорово, что на самом деле много игр таких, которые можно просто сесть и пройти. И для меня на самом деле большая библиотека в плане того, что я много игр не проходил сюжетных. Здесь много, какие-то Вульфштайны, Gears Old я собираюсь пройти. Ну, то есть, действительно круто. Плюс, конечно же, эксклюзивы Flight Simulator и Forza Horizon. Это то, ради чего я купил эту консоль. Не, ну вот серьезно, я очень люблю игры про машины. И Forza — это та игра, которая даст мне вот просто наслаждение, потому что там столько машин, там хорошее управление. Все мы знаем, какое дерьмовое управление в The Crew. Похожая игра, но там просто ездить невозможно. Гран Туризмо я потерял. Окей, но я не так много в него играл. Конечно, игра классная, но там больше про автоспорт, про гонки. Здесь же вот про кайф, про машины, про езду, про вайб какой-то, да. И, конечно же, Flight Simulator. Я обожаю самолеты. Просто обожаю. И, ну, все знают про что эта игра. Там необычайная детализация, карта 1 к 1. И, ну, круто. То есть вот эти игры лежат в основе у меня при покупке. Да, я знал, что в геймпассе очень много имеется игр, но Flight Simulator и Forza — это что-то с чем-то. Это то, что я очень сильно хотел еще, не знаю, несколько лет назад, но только сейчас получил. И если говорить в целом о играх, сейчас очень много кроссплатформенных игр. Формула-1 кроссплатформенная, SnowRunner кроссплатформенный, F1 Manager нельзя играть онлайн. Есть Forza Horizon, есть Microsoft Flight Simulator бонусы, есть другие игры из Game Pass, которые я могу пройти. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы поиграть в формулу с друзьями, которых есть PlayStation, у меня абсолютно нет. И при этом я еще получаю игры, которые я хотел поиграть очень давно. По-моему, очень неплохо. Ну и в целом, если говорить про консоли, вот просто если вот так вот ее взять и со всех сторон посмотреть, да, у нее мало памяти. 512 гигабайт, из которых доступно там 360, что-то такое. Это мало, но, конечно, так как эта консоль не может показывать типа в 4К, у нее сами игры весят меньше. Это плюс. Конечно, здесь можно купить расширение, здесь есть специальное Storage Expansion, да, сюда можно вставить жесткий диск SSD, и у тебя будет терабайт. Конечно, много эта штука стоит, там 160 евро, что-то такое. Сама консоль вот 300 стоит, то есть, ну вот половину консоли тебе еще нужно купить, чтобы у тебя была память. Но в принципе, если один раз эту штуку покупаешь, дополнение к памяти, да, то и забываешь про это, потому что консоль-то у тебя не на 1 год, правильно, это же тебе не телефон. Это у тебя на много лет, и, в принципе, ну, неплохо. Можно, наверное, раскошелиться будет один раз. Мы имеем здесь HDMI, один выход HDMI, здесь у нас есть USB обычные, вот эти два. Потом у нас здесь есть USB-A, USB-A, здесь у нас для интернета херня. И спереди мы имеем, соответственно, тоже один USB. Нету Type-C, как, например, на PlayStation. Ну, типа, окей, у меня все USB-A и Type-C, вот все провода такие.
Поэтому вот что касается по разъему, все, что мы имеем на этой консоли. В Xbox, конечно, довольно тяжелое меню для человека, который никогда не пользовался особо Windows, да, который был всегда на PlayStation, и да, очень оно загружено, к нему нужно привыкать. Но, блин, это все дело привычки. Сколько, ну, мне потребовалось где-то дня 2, чтобы окончательно освоиться. Но это много или мало? Мне кажется, это мало. Поэтому все это дичь. Но если подводить итоги, то я считаю свою покупку очень успешной и очень грамотной, потому что я ничего не потерял, а в итоге только выиграл, потому что продал я консоль задорого, купил за 300 евро вот это вот, и в итоге остался в плюсе. Я получил эксклюзивы от Xbox, которые мне очень сильно нравятся, получил старые игры, которые я могу поиграть, и, например, Fight Night Champion, как я уже говорил. Могу играть в игры, которые у меня были на PlayStation, это Формула, F1 Manager, SnowRunner. И в итоге, что можно сказать? Мне нравится Xbox, мне действительно нравится эта консоль, и я крайне рекомендую для людей, у которых, например, телек не супер мощный, или там просто монитор, или просто кто хочет нормально поиграть. Здесь очень удобно, что есть встроенное приложение классное от Xbox. Можно следить за всем, что происходит на консоли, можно загружать игры до того, как они вообще вышли в продажу, просто заранее это сделать, потом как она выйдет, соответственно, купить уже тебя игра. В общем, много таких интересных вещей, которые стоят внимания. Я доволен своей консолью. Ну что, давайте распакуем и посмотрим, что же нас ждет внутри. Слушайте, смотрите, что нас встречает. Power Your Dreams. Упаковано гораздо интереснее, чем у Sony. У Sony с упаковками всегда были проблемы. Вот сама консоль. Блин, какая она маленькая. Какая она маленькая. Блин, мне нравится, как она выглядит. Это просто коробка, вот без лишних. Нет, мне нравится дизайн Sony, но блин, прикольно. Слушай, здесь такие пимпочки специальные, чтобы можно было так положить консоль, можно вот так положить. Блин, она маленькая, просто посмотри на размер. И мне с моим ритмом жизни, когда нужно переезжать, когда нужно, я не знаю, двигаться постоянно куда-то или ездить там в другую страну, это самое то, потому что вот у меня, например, в обычный рюкзак плойка не помещается. Блин, ну... Хорошо. Ну, что нас здесь еще встречает? Конечно же, должен быть геймпад, правильно? Вот сам геймпад. Я много слышал раз от разных людей, что геймпад у Sony гораздо круче. Нет, я не спорю, что там есть адаптивные триггеры, там куча всяких сенсоров. Но говорить о том, что тут дерьмо, ну я бы не стал, честно говоря. Он меньше, он гораздо меньше, чем у Sony. Он гораздо меньше, чем у Sony. Ну, посадка как бы кайфовая. Да блин, нормальный джойстик. Здесь что у нас, батарейки или что? Да, здесь батарейки. Интересно, они есть в комплекте? Да, они есть в комплекте, батарейки. Но здесь, я, насколько понимаю, нужно купить просто аккумулятор, несколько штук, которые ты просто вставляешь и потом можешь неделю играть. Там, допустим, у тебя 2 пары, одни вытащил, поставил зажигаться, играешь другими. Пока здесь батарейки, но я обязательно куплю себе аккумулятор. Вот, и, соответственно, я думаю, что это удобно. Один раз просто купить. Также, ну тут понятно, все эти HDMI, тут блоки питания. Ну как бы и в целом все. В целом все. Вся распаковка.